Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня колода добра. И карты поданы с позиции позитивной психологии. И призывают всех нас быть добрее к собственной душе. Ну и милосерднее, наверное, к собственным переживаниям, ощущениям, эмоциям. Вот давайте узнаем. Надо сказать, что эта неделя планетарна. Продолжается период ретроградности. Это как Уран и Юпитер, которые в знаке зодиака Телец уже давно в ретро-движении, и они пробудут до конца года. Это уже где-то завершение. Но 13 числа Меркурий в ретро-движение уходит. И могут быть какие-то, как и задержки, информационные сбои, могут быть задержки в электронных, посредством электронных систем расчета с деньгами, может быть тоже какая-то пауза. Поэтому, в принципе, не время для крупных трат вот этот момент. Или вы можете, допустим, если вы куда-то собирались или строили какие-то планы, есть по ретро-меркурию смена планов вот по какой-то причине. Такое теоретически может быть, но позитивный момент 12 числа самое главное. И я так думаю, что как раз вот этот позитивный момент, он будет проигрываться так, что вот та история, которая тянется какое-то количество времени, может быть и лет даже, мои дорогие, вот здесь как раз посыл к разрешению. Потому что новолуние в Стрельце 12 декабря – это когда мы избавляемся как от ментального мусора и в целом выметаем пессимизм из нашей жизни, когда больше сосредоточимся на собственных желаниях. И время этому прекрасно способствует. Давайте узнаем, что думают карты Таро добра. Очень люблю эту колоду, потому что она действительно с добрыми прорисовками такими и значениями. Первая карта, что важно знать, или ваши приоритеты этой недели, может быть, настроение, общий фон, как видят карты Таро для вас, мои дорогие девы. Что важно знать. Чего не избежать или какие неожиданности могут, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать. Давайте мы узнаем, что будет помогать вам, что будет радовать. Достанем карту «Что скрыто». И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, энергетику посмотрим. Что по финансам? Энергия денег. И личная жизнь. Давайте достанем карту. Итак, что важно знать? Десятка воздуха. Может быть такое желание, хочу со всеми разобраться, хочу какой-то знаменатель провести, хочу итога какого-либо, вот по тому или иному вопросу. Может быть такое, знаете, как вообще по этой карте иногда проходят родные, близкие, но говорят изящное завершение и новое начало чего-то. Но есть и такой момент, как прозрение. Может быть, та или иная ситуация нас подводит к какому-то итогу. И это будет формировать новое мышление. Единственное, все же я бы сказала, по этой карте обратите внимание, ангел изображенный, как будто перышки летят. Вот перышки не должны лететь. Здесь скорее это мы делаем какие-то выводы, вот как по новолунию в Стрельце, и избавляемся от того, что мы не возьмем в будущее. Правда, новое мышление. Какая-то есть реальность. Может быть, мы чего-то и хотели, но одно дело мы хотели, другое дело как-то это переложить на обстоятельства жизни или на события, которые есть на сегодняшний день, или то, что можно в реальности осуществить и подкорректировать планы. Просто подкорректировать вы можете. Или проститься, если действительно ситуация затянулась сверх всяких ожиданий. Давайте посмотрим неожиданности. Прекрасная карта «Королева воды». Нам говорят, вот, наверное, такая перезагрузка, десятка воздуха, ведь 10 это уже своего рода итоговая карта, и она необходима для того, чтобы уделить внимание самому себе, самой себе. Неважно, кто меня смотрит, мужчина или женщина. Эта карта, именно ее энергетика говорит о любви к самому себе, о самодоверии,
о том, что мы больше уделяем, ну, где-то внимание, наверное, как состраданию к собственной душе, к эмоциональной безопасности. Это у вас в неожиданностях. Может быть, вот эта аналогия с прежними планами и какой-то реальностью для вас будет означать новое видение вот этой самой реальности, когда вы перестанете себя тормошить, может быть, по части тех вопросов, которые хотели осуществить, но как-то не получилось, может быть. И вот про доброту к собственной душе нам говорит эта карта. Вам захочется просто себя не подгонять, мои дорогие девы. Вы люди очень трудоспособные, вы трудолюбивые, вы, как правило, все время в деле в каком-то, чем-то заняты. И вот здесь нас уже переключают на праздники или ощущения, говорят, этого праздника привнеси в свою жизнь. И сам себя не тормоши. Просто ну, может быть, отпусти то, что в твоей жизни уже не имеет значения. Не пытайся какую-то прежнюю историю словно проиграть заново и взять какой-то реванш. Будь добрее к самому себе. Чему сейчас не время? Вот упорядочить какие-то эмоции. Вот не совсем нам о делах. Ну, давайте посмотрим, чему сейчас не время. Туз воды. Ну, наверное, да, действительно, что-то у нас тут не получается. Или даже если, допустим, нам говорят вообще по тузу воды, ведь это карта счастья, карта удачи, карта праздника, карта, когда у нас что-то получается совершить. Но это еще и карта восторга, чему сейчас не время. Наверное, не думать, что итог-то он есть. Праздник как будто тоже есть. Но не думать, что все закончилось. Вот так. Как будто это еще, может быть, не финал. Нужно проделать еще какие-то действия. Или предстоит какая-то работа по смену ракурса, может быть. И не расслабишься. Вот странно. Может быть, знаете, карта приглашает нас себя не подгонять, потому что еще у вас впереди очень много свершений. Отдых как будто необходим. Но в то же время, вот сейчас, знаете, вот с какой-то педантичной пунктуальностью расставить все, прямо вот по местам прописать и поставить, как будто печать и сказать, все, я закрыл этот вопрос. Вот этому не время. Может быть, так бывает в нашей жизни, проходит определенный период времени, и мы понимаем, что некоторые вопросы отпали сами по себе или решились сами по себе. Еще эта карта безусловной любви, изобилия, процветания, но она выпадает в позиции «чему сейчас не время». Она как бы говорит о вашей сильной позиции, да, но, к примеру, если мы про траты, про изобилие, не думать, может быть, что обстановка, она уже, ну, как-то стабилизировалась. Может быть, есть какие-то нюансы, когда что-то будет меняться. Полностью, повторюсь, не расслабишься, но отдых нужно дать. Может быть, уставшие люди делают ошибки. Вот этот фактор примите к сведению. Давайте, что же будет помогать, мне интересно. Ваша сильная позиция, просчет, когда у вас все под контролем, когда вы понимаете, да, тут действительно какие-то будут нюансы, как будто, вот как по карте император, да, мы говорим, у карты императора или у императора, будем так называть, всегда есть честолюбивые планы, и у него есть намерения и цели. Но император также понимает, что обстоятельства нашей жизни не всегда складываются на 100% так, как мы предполагаем. Поэтому он готов скорректировать мелкие какие-то планы, чтобы что-то более крупное удержать в своих руках, в своей власти. Вот поэтому коррекция это, наверное, какая-то все же предусмотрена. У вас сильная позиция, посмотрите. Это что помогает, и у вас выпадает карта император. Это ваши, ну, наверное, намерения, которые должны быть осуществлены, но с какой-то коррекцией. Может быть, с учетом обстоятельств вашей жизни или обстановки, в которой вы находитесь. Или с учетом того, что нужно провести какие-то согласования в высоких инстанциях. Все-таки ведь это карта иерархии власти. У вас
как раз как и сильная позиция, так и есть возможность что-то согласовать. Это карта твердой уверенности в благополучном исходе. Эта карта говорит еще о том, что если, допустим, на повестке дня есть получение кредита или для кого-то наоборот, закрыть кредит, вопросы с банками, они тоже будут решаться удачно на этой неделе. Сама по себе эта карта может еще и говорить об учреждениях образования, когда вы учитесь чему-то или получаете вы высокую должность, вы строите карьеру. И это вот все вам помогает. Где-то амбиции вам помогают, но их как-то надо так вот, может быть, отчасти уравновесить в себе о том, что мы не сделаем резких заявлений или пока не обнародуем свое решение. Власть как будто нужно сохранять. Давайте мы посмотрим, а что же скрыто. Впереди, правда, у вас будут перемены, поэтому еще рано какой-то вот хочется как будто, да, итог. Привлекать, как я уже сказала, что-то из прошлого и заново пытаться переделать нет смысла. Дважды по карте колесницы отпускай все то, что уходит из твоей жизни. Как будто прошлое все, тут уже финал с прошлым точно, тут только вперед. Но еще пока есть те позиции, которые на этой неделе, это не такой большой срок, они не будут решены. Может быть, поэтому нам карта вот как в перезагрузку говорит: будь добрее к самому себе. По карте колесница эта карта очень красивая, кстати, карта, обратите внимание, это карта удачи и успеха. Это карта исполнения желаний, когда у нас, безусловно, все получится. Это карта вот в этой колоде, карта победы. И нам говорят, что как будто значение, эта победа, она не досталась легкой ценой. Или вот скрыто. Что скрыто? Мы говорим, у вас на этой неделе могут быть сомнения, а получится ли у меня осуществить тот проект, который я начала или задумал. Может быть, с десяткой воздуха есть нюансы, которые словно препятствуют. Но что скрыто? Победа, в которой вы можете сомневаться и ее словно не видеть. А по этой карте, именно в этой колоде, у нас есть такое значение. Я падал, но поднялся вновь, чтобы жить свободно, честно, умело. Вот такое удивительное значение. И именно этот момент может быть скрыт, ваш собственный успех. Поэтому точки мы еще пока не ставим. Как будто карты говорят: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Дела, работа, бизнес, солнце. Карта радости, карта счастья, карта выбора правильного направления. И это где-то месяцы вперед, до середины 2024 года, действительно десятка воздуха, и вы какой-то знаменатель, или, по крайней мере, свое направление вы будете уже на этой неделе декабря. Если не отстраивать, то как тезис-план, может быть, составлять. Или словно очищать вот этот тезис-план от того, что уже либо наносное, либо ненужное, либо утратило смысл, потому что нужно взять ориентир на будущее. Карта говорит: у тебя сейчас очень сильная позиция. Еще раз посмотрите: император, колесница, карта солнца. Тут действительно что-то у вас осуществится. И даже если, может быть, не все в тех ракурсах, как вы это предполагали, то все равно, может быть, даже этот вариант с какими-то нюансами окажется лучше, чем ваши задуманные представления. Безусловно, по карте Солнца будет реализация какого-то вашего проекта. И неважно что, у кого-то здесь получение новой должности или, может быть, какие-то ваши новые планы на новую деятельность или на прежнюю деятельность, тогда ваши амбиции или построение карьеры, или пусть это по делам будут согласования в каких-то инстанциях, но как будто нам предвосхищает карта ваш успех, чтобы вы действительно в чем-то не сомневались, мои дорогие. Ну и, безусловно, с картой Солнца, знаете, такое, как будто у нас порядок по всем сферам жизни. По крайней мере, вы это контролируете, и это само по себе уже прекрасно. Это карта изобилия и благодарности. Поэтому не забывайте благодарить, если у вас что-то получится осуществить. Денежная энергия. Не время для трат, мои дорогие. Карта башня. Хотя тут больше нам цитадель показана.
и сильная позиция. Может быть, поэтому нам где-то с тузом воды, если мы говорим об изобилии, да, вот и выпадает нам в позиции не время, потому что что-то мы, ну, можем просчитаться, наверное, с чем-то. И с учетом ретроградности, как и Меркурия, где-то Уран и Юпитер. И мы говорили, задержки с финансами. Поэтому аккуратнее, но вы-то как раз умеете просчитать. Но все же по этой карте есть такое значение, как опасность. Или есть еще такое, как будто меняется полностью парадигма, преломляется какая-то реальность, новые возможности, которые нам открывают, может быть, как новые способы заработка, предложения. Но есть еще и по этой карте те катаклизмы, которые нам словно придется проиграть, в чем-то проучаствовать. По этой карте меня смотрят люди из разных стран. Есть такое значение, что если мы даже сталкиваемся с обстоятельствами непреодолимой силой, то в последний момент мы как будто либо запрыгнем в последний вагон уходящего поезда, либо сумеем как-то эту ситуацию исправить или скорректировать. Но карта предполагает держать руку на пульсе. У вас на кону что-то очень важное. И поэтому, видимо, финансовая стабильность не время риску. Поэтому, наверное, и туз воды нам говорит, не время думать, что что-то как будто закончилось. Вот ты можешь расслабиться, ну, к примеру, и тратить деньги направо и налево, да, или где-то быть более свободным в своих тратах, если уж мы говорим о деньгах. Поэтому тут что-то надо просчитать или допускать как раз вот тот вариант альтернативных развитий событий, который мы не можем предусмотреть. Личная жизнь королева Земли – это вы сами. Это полная самореализация. Да, деньги есть, нам об этом уже несколько раз сказали, но, видимо, просчета не должно быть. По королеве Земли изобилие, процветание. Все у вас под контролем. Если мы говорим на личную жизнь, да, здесь все прекрасно. Как для отношений в паре, когда есть взаимопонимание, когда вместе вы строите планы на будущее, когда словно вы на одной волне и заодно, один другого дополняет. Если были какие-то недомолвки, мы как раз можем это все проговорить и, ну, видимо, вынести на поверхность те вопросы, которые прежде у нас словно были за кадром. И опять же, восстановится это взаимопонимание, потому что эта карта сама по себе уверенности и где-то умение строить свою жизнь более надежно и где-то быть дипломатом, если это необходимо. Для тех, кто один или одна, может еще эта карта говорить о том, что, знаете, как вы на этой неделе можете быть больше сосредоточены: дела, работа, бизнес, какие-то мои достижения или вопросы заработка. По этой карте может также проиграться, знаете, когда будет больше на неделе честности, практичности, какие-то захочется ставить более четкие цели и избавиться от чего-то эфемерного. Вполне вероятно, такое для вас тоже проиграется. Вообще, как вы захотите, все же, повторюсь, неделя не такой большой срок. И карта-то, она больше о вас самих говорит, о ваших планах. Как вы планируете, где-то оно так и будет. Но предусмотреть какие-то неожиданности. Вот если даже какая-то патовая ситуация, вы все равно вырулите, это правда. У вас все равно все будет под контролем. Но, видимо, держать или наблюдать, может быть, не делать каких-то резких движений или чрезмерных трат или каких-то в обязательства в какие-то входить, тоже, я бы сказала, все же не время. Что-то накануне у вас будет еще меняться, очень важное, и вы словно должны быть свободны в своем решении, в своих действиях. У вас не должно быть каких-то, мои дорогие девы, ограничивающих факторов или людей в вашем окружении, которые вас тоже где-то ограничивают, сдерживают, может быть, давят там на вас своим авторитетом или своими какими-то ненужными мыслями. Вот здесь, в принципе, от ментального мусора действительно нужно освободиться, потому что вы сами на кону, ваш успех, благополучие, новое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы. Интересный расклад. Буду благодарна вашим
откликам, комментариям. Я вас люблю. И вы будьте счастливы и любимы всегда.